Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о гаммах. Помогает мне студент второго курса Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского Павел Мохнаткин. И мы сегодня рассмотрим гамму как универсальное упражнение. Прежде всего, перед исполнением гаммы давайте обратим внимание на поведение левой руки. Павел сейчас правильно расположил ладонь, все пальцы находятся над струнами, и ладонь левой руки параллельно грифу. Неправильное будет движение «отверни ладонь», да, когда пальцы, и даже бывает вот в таком положении, и для того, чтобы нажимать на лады, приходится гитаристу делать все время движение, разворачивать руку. А вот такое положение, когда пальцы находятся над струнами и ладонь параллельно грифу, это правильно и удобно. И еще на один момент хочется обратить внимание, на момент перехода. Мы сейчас вот с Павлом выбрали гамму, одну из нетрудных гамм, двухоктавных, до мажорной, чтобы на ней быстрее можно было показать все такие трудности технические. Поэтому в этой гамме у Павла будет переход с ноты си, которая играется третьим пальчиком, на ноту до в пятой позиции. И вот что нужно для того, чтобы этот переход был правильным? Третий палец сейчас стоит на четвертом ладу, рука освобождается, и начинается движение кверху. Сначала движется предплечье, затем кисть, и вот это движение предплечья и кисти, оно увлекает за собой третий палец, и начинается скольжение, причем третий палец, он еле-еле дотрагивается до струны, и вот это скольжение происходит. В это время первый палец левой руки уже стремится, готовится занять необходимое положение. Сделай этот переход, Паш. И ученик должен понимать, вот это, рассматривать переход как плавное, мягкое скольжение, а не рывок, скачок или прыжок. Теперь нам надо спуститься. Первый палец на пятом ладу, и нам нужно спуститься сейчас во вторую позицию, и третий пальчик должен встать на четвертый лад. И такая же последовательность действий. Рука освобождается, и теперь в сторону головки движется предплечье, кисть, палец, еле касаясь струны, скользит, и третий палец занимает уже свое положение на звуке си. Сделай еще разочек этот переход. Да. Причем вот это крупное движение предплечья, кисти, оно заметно только в медленном темпе. А когда темп будет увеличиваться, это уже заметно не будет, но рука будет освобождена, и мы добьемся как раз нашей цели, чтобы переход был очень плавный и мягкое скольжение происходило. Причем это важно ведь не только для гамм. Это переход и положение пальцев левой руки, это все применяется в игре на гитаре. И вот от гамм мы отрабатываем, можем отработать это на гаммах, а затем использовать во время исполнения музыкальных произведений. И теперь давайте начнем с того, что Павел нам сыграет гамму до мажорную. Это гамма с аппликатурой Сеговия. И он сыграет сейчас в том ритмическом рисунке, который принят, и который требуется даже в вступительных экзаменах. То есть он берет за метр, за пульсацию четверть, играет гамму четвертными нотами, потом в 2 раза быстрее, то есть на этот же метр, на эту же пульсацию четвертную он укладывает 2 ноты, это будет гамма 8-ми, затем 3 ноты, это будет уже триольное исполнение гаммы, и 4 ноты, это 16-е. И вот такой ритмический рисунок, он знаете, тренирует и улучшает внутреннее ощущение ритма. Пожалуйста, Паша, сыграй сейчас гамму.
Вот такой ритмический рисунок часто применяется в исполнении гамм. Здесь можно добавить еще акцент на первую из группы нот, чтобы лучше ощущалась четвертная пульсация. И что еще можно сделать? Наоборот, если гамма с трудом учится, и ученик не может сыграть ее в более подвижном темпе, то можно вот этот темп увеличить с помощью такого упражнения. И Паша сейчас сыграет. Он начнет медленно, только вверх, да, сыграет. Вверх, сначала медленно, потом будет ускоряться движение, и он остановится на верхнем звуке. Пожалуйста. То же самое можно вниз. Мы медленно начнем, но с ускорением закончим. Это будет способствовать увеличению скорости исполнения гамм. Но мы можем и усложнить это движение, если добавим динамику. И сейчас попросим Павла, чтобы он сыграл ускорением кверху и сделал одновременно и крещендо. Пожалуйста. А вниз это чуть-чуть труднее будет. Вниз он будет играть, сейчас сделать дiminuendo. Хорошо.